Всем привет! Сегодня мы будем рисовать стилизованные китайские домики. Я думаю, многие из вас видели такие симпатичные картинки, где отдельно стоящий такой домик, он весь такой даже немного кукольный, какой-то мультяшный. И если вы случайно еще наталкивались на оригиналы этих картинок, то понимаете, что это совершенно что-то не то. Это все достаточно утрировано, переделано, но все-таки, как похоже, но переделано. Это просто стилизация, такая определенная стилизация всех этих рисунков, и мы сегодня как раз-таки этим займемся, то есть как упрощать какие-то моменты, как стилизовать, как как бы порисуем в этом стиле, в котором делают вот эти самые домики. Попробуем, чтобы не повторяться, я взяла рисунок такой, который я еще не видела, как его притворяют в жизнь, то есть рисованного я не видела, поэтому попробуем его сделать. И, собственно говоря, я еще его взяла из-за того, что здесь очень много растений, они очень хорошо разбавляют такие картинки. Так вот, вначале мы его, конечно же, построим, плюс мы сделаем сразу подложку, не подложку, а как раз-таки проработку линером, поэтому я напоминаю о том, что линер ваш не должен размываться водой, потому что сверху мы потом еще будем акварелькой все это дорабатывать. Так что давайте без лишних слов начнем. Итак, для начала мы его закомпонуем, то есть мы сразу себе даем понять о том, что вот эти вот дома мы не учитываем, мы их не рисуем, то есть мы будем рисовать только основной дом, и вот это вот, это скорее всего крыша лестницы. То есть вот это мы скорее всего будем рисовать, потому что здесь еще зеленушечка идет, в общем, надо, чтобы оно так плавно ушло. Поэтому лестница будет. Итак, нам нужно закомпоновать так, чтобы у нас все это влезло. Плюс, скорее всего, мы оставим вот эти провода, но это я потом, думаю, решу. Пока я не понимаю, нужны они нам все-таки или не нужны. То есть нам нужно так закомпоновать, чтобы наш домик комфортненько так располагался. И за счет того, что у нас будет еще вот эта лестница, то нам нужно его не посередине, а немножечко все-таки сдвинуть. И плюс он у нас такой достаточно вытянутый. Но когда мы стилизуем, если мы хотим немножечко что-то больше показать, то мы можем утрировать. То есть мы можем совсем его узким сделать, мы можем его такой расширяющийся кверху, потому что, скорее всего, фотографирующий человек стоял где-то вот на вот этом уровне, то есть он, как живой человек, он где-то так стоял, и за счет этого мы видим вот этот перспективу вот этой крыши, так что мы ее снизу видим. Мы это тоже можем все немножечко переделать, то есть то, как будет именно изображен ваш дом, уже зависит полностью от вас, то есть насколько вы его стилизуете, насколько вы его переделаете, это уже абсолютно от вас зависит. И вот здесь можно еще кусочек нашей улицы сделать. То есть вот тут у нас все уйдет. Вот тут зеленушечка. Это я вот так вот приблизительно наметила. И у нас крыша получается вот такая, чтобы мы сразу видели, как оно тут у нас будет располагаться. Вот так примерно оно и будет. То есть я его немного больше вытянула, поэтому все наши элементы, которые мы сейчас будем рисовать, мы их будем немножечко вытягивать в длину. И начнем, наверное, с каких-то общих элементов. Так, я наметила крышу, и у нас есть вот такой вот провал. Наверное, это все-таки не дверь, а провал. Не знаю, как его по-другому назвать. Но как бы он наполовине. Мы можем его немножечко вниз опустить. Наметим. То есть, как бы, вот наши границы нашего дома. Например, мы можем сразу прорисовать вот эту трубу и обозначить, что у нас еще вот так вот уходит сюда крыша. Мы можем ее так схематически очень симпатично нарисовать. Она у нас как-то вот так будет идти. И вот так вот. Так, у нас здесь провал, который туда уходит. Какая-то там... В общем, цветом мы потом это все сделаем обязательно. Так, теперь где-то вот здесь... Это, скорее всего, крыша, насколько я могу понять. То есть сначала я закомпоную. Это то ли какой-то балкон, либо это окно. В общем, какая-то такая конструкция. Мне кажется, она немножечко выпирает вперед. То есть такой какой-то мини-недобалкон. В общем, как-то так. Здесь тоже, кстати, можно эту сразу сделать.
Водосточная труба. Вот, я вспомнила, как она называется. Когда бывают какие-то простые вещи, выпадают из головы. Чувствуешь себя странно. Так. Наметили раз. Здесь у нас будет кондиционер висеть. И сверху у нас такая вот конструкция. Я предполагаю, что вот это окно, и вот там окно. И вот здесь еще крыша над окном. А вот это все такие вот горшочечки. Но это тоже, мне кажется, все-таки это окно, хотя оно какое-то такое странно матовое. Ну, будем считать, что это окно. Так, я пока чисто схематически все это разделяю. Вот здесь у нас будут... Чуть-чуть надо уменьшить. Горшочки. Вот это горшочки. Там палочка. Ну, это мы сейчас все проделаем. Здесь тоже, получается, туда уходит, видимо. Там висит что-то. Тут еще какая-то коробочка. И здесь у нас заканчивается дом и начинается крыша. Крыша у нас уезжает вот сюда. Она у нас расходится за счет перспективы и заходит за саму себя. Как бы. То есть мы фронтально смотрим на дом, но с той же стороны как бы мы немножечко снизу, поэтому у нас вся перспектива уходит за нас. Туда она уходит. Точка схода у нее вот с той стороны получается нашего рисунка, поэтому все линии наши уходят туда. Так, теперь можно детализировать, в принципе. Так, у нас вот какая-то такая странная крыша, тоже поеложенная какая-то такая. И за счет того, что мы все-таки это все утрируем, то мы можем себя вести как угодно. Эту крышу рисовать. То есть то, как вам, в принципе, хочется, так и рисуйте ваши рисунки. То есть мы берем за основу все-таки реально существующий дом, какое-то расположение, но все-таки какие-то элементы мы уже упрощаем, можем поменять местами, можем убавить, прибавить или наоборот. Ну, в общем, это уже зависит от вашей фантазии. Так, здесь какие-то небольшие полосочки такие будут у нас. Она вообще какая-то как кучерявая, можно ее так и оставить. Это такое ощущение, что кусочек какого-то покрытия для крыши, мне кажется. Ну, вот здесь расположен у нас. Так. Здесь сильно выходит за пределы. Я тоже хочу так, чтобы оно выходило мне за пределы. Вот так. Такая вот кривая крыша у нас получилась. Так, цветочки я чуть позже добавлю, чтобы они не мешали мне строить. Так, дальше. Нам нужно построить наш кондиционер. Он прямоугольный. И, как я уже говорила, все линии у нас уходят куда-то вот туда, за наш дом, за счет того, что мы немножечко снизу смотрим. Так, вот его крепление. Кругляшочек. Это, видимо, сам вентилятор. Вот такое вот у него крепление. И от него идет такая вот трубка. Она у нас не будет идти так, как она есть на самом деле, но мы ее нарисуем условненько. Вот примерно так она будет смешно идти. Так. Теперь продолжаем. Вот это наше окно. Здесь тоже есть какая-то типа маленькой крыши или что-то такое. Вот видите вот этот момент? Мне кажется, да, это все-таки крыша. Так, и у нас есть такой элемент, как толщина оконного проема и толщина вот этих самых перегородочек. Вот. Так. Теперь мы наметим вот эту крышу. Мы ее, опять-таки, раскрываем. То есть мы ее видим, но только снизу, поэтому ее точки вот так вот сходятся. То есть здесь самое широкое место, а потом она сходится
уже к месту крепления своему собственному, к зданию. Здесь какой-то даже промежуток. И вроде бы здесь так окно у нас разделено, и вроде как, ну, как можно понять, то ли здесь два, то ли один. Ну, давайте один сделаем. Ну, то есть вот это деление вроде как одно, но здесь две полоски. Мне кажется, это какое-то отражение. Мне кажется, это деление и отражение вот этой полоски, трубы точнее, которая вот тут у нас идет. Можно сразу ее наметить. Это та труба, на которой будут висеть наши горшочки. Так, крышу мы построили. И она, мне кажется, какая-то такая... Да, у нее есть какие-то полосочки. Она из какого-то тоже рифленого металла. Я так понимаю, что и сам дом оббит как раз таким металлом, таким проржавевшим. И, скорее всего, раньше он был какого-то такого, может быть, голубовато-зеленого оттенка, но со временем он, к сожалению, уже весь проржавел, этот материал. Так, у нас вот эта штучка какая-то, не знаю, что это такое, но оно может быть объемным, поэтому сделаем его объемным. Так, по-прежнему я пока не трогаю растительность, потому что здесь очень много, я боюсь, что она будет мешать, если не рисовать сразу. Так, вот у нас кончается вот это металл, и у нас начинается крыша. Крыша у нас сверху имеет вот такой вот треугольничек. Треугольник, ромбик. И у нее есть, это, скорее всего, балки крепления. Так, надо вот эту внутреннюю часть прорисовать. Еще одна балка и еще одна балка. Балка. У нас как-то здесь неправильно ровнее. Вот так. И затем у нас вот этот угол закрыт, получается, водостоком. Ну, окей. И вот здесь крышу можно обозначить как такие вот, утрировать то, что уже есть. То есть там есть вроде как какая-то черепичка, но вы можете вот эти наклоны, ну и выступания черепиц немножко утрировать для того, чтобы дом был более кукольным таким казался. Немного более кукольным. Так, крышу построили. Теперь вот, наверное, к этому месту. То есть у нас здесь будут цветочки. И вот так вот выходить. Здравствуйте, кошка. Пришли к нам на ручки. Ну, иди на ручки. Только не мешай. Так. Теперь это нужно поделить на 2, получается. То есть здесь, видимо, вот лист один покрытия на крышу. Ой, не на крышу. Да, это получается крыша лестницы. Вот мне кажется, что здесь есть лестница. Или мне кажется. Она так перекрыта цветами, что уже сложно вообще что-то разобрать. Кошка мостится. Так. Здесь получается 3 листа. То есть первый он будет самый большой, даже если они одинаковые были. Потому что он ближе всего к нам. И дальше потом меньше, уже. Итак. Ну, предположим, что там все же таки лестница. И вот здесь я не могу понять, что это за... Ну, тут, похоже, нет вообще крепления. Так как-то там... Тоже это все условно. То есть предположим, что здесь все-таки есть лестница. Там ее можно немножечко просмотреть. То есть вот ее основание. Даже немножко больше наклон нужно. То есть она еще такая там не такая лестница. Тут можно предположить, что у нее есть поручень какой-то. Кошка не даст мне спокойно поработать. Итак, вот ее основание этой лестницы. То есть она еще не с обычными ступеньками, а с такими вот узкими деревянными ступенями. Ну вот мы еще сделаем, мы все равно закроем это все цветами, что, собственно говоря, и есть на самом деле. Из цветов как раз и не видно, что там происходит. Так, у нас лист тоже такой кучерявенький.
Это надо показать. Это как раз фактура, которая нам нужна. Здесь тоже, по-моему, да, здесь тоже у нас деревья. Так, основу мы уже сделали. Теперь на самом деле остались только горшочки, и будем уже прорабатывать линером. Итак, сначала намечаем горшочки и располагаем их. Вот здесь у нас горшочек такой какой-то квадратный, интересный. Такой условный горшочек. Можно сразу... какой он там не очень большой какой-то такой. Что-то не очень большое. Здесь тоже два таких. Более квадратненький и классический. Здесь они уже такие побольше. Вот туда они прям залазят. Они прям так вместе сплелись. Вот такая вот зеленюшечка. Конечно, мы прям каждый не будем вырисовывать. То есть это уже от вас зависит. Ну, хотя, можете, если хотите, можете, конечно, сами прям досконально перенести. Единственное, что я не очень понимаю, откуда вот эта ветка растет. Потому что она вот как-то так растет, и она так всех растений касается. Возможно, она вообще растет вот из этого горшка. Но не знаю. Давайте сделаем вид, что у нас здесь растет какой-то куст. Вот такой вот куст, он так и растет, и вот из него растет вот эта вот шикарная такая штука зеленая, которая опутывает наш дом, опутывает наши горшочки. Вот у нас еще такой вот будет подвесной здесь горшок, который тоже такой зеленый, зеленый, зеленый. Вот здесь как-то у нас расположится. Я пока не сильно хочу карандашом это все прописывать, потому что карандаш грязь немножко дает. Вот у нас еще один подвесной. Ну, какой-то он без зеленушки, но мы чуть-чуть хотя бы ему добавим. Вот здесь красивый, пышный такой растет у нас горшок. И вот здесь такая пышная шапка у него красивая. Она еще и цветная, то есть мы туда добавим цветов. Вот здесь у нас горшочек какой-то живет с небольшой зеленой шапочкой. Все вот эти горшочки, они как раз и добавляют такой какой-то ламповости этим всем картинкам. То есть они такие вот миленькие получаются. Вот здесь прям такая зеленуха конкретная аж вылазит на крышу. Вот так. Так, и вот нам еще нужен горшочек, который вот тоже он как-то принимает вот эту ветку. То есть они как-то там коллаборируются. Так, и тут тогда у нас тоже еще парочку горшочков. Так. Парочка горшочков мы не закончим с этой стороны. Перейдем на другую. Ну, тоже какие-то тут палки, ветки. Ну, как бы условно будет так. Так. Теперь здесь. Теперь мы здесь, у меня такое ощущение, что то ли, может быть, они все-таки на лестнице стоят. То есть вот эти горшки явно на чем-то либо крепятся, либо стоят. То есть вы видите, какие многоярусные. Но сделаем вид, что они стоят у нас на нашей лестнице. Либо у них, правда, какое-то отдельное крепление. Но они такие вот объемненькие, зелененькие. У них прям конкретная зеленуха такая. Мы их все-таки поставили на лестницу. Видите, она заходит на вот этот промежуток. Ну, дверь, не дверь, я не знаю, что это все-таки. И здесь получается у меня такое ощущение, что здесь один большой, знаете, такой горшок темный. Ну, не горшок, а такое прям целое такое место для цветов. Как бы можно его так обозначить. Как-то там обозначить. Мы сейчас это все добьем зеленушечкой. И вот отдельный горшочек один, еще один. Вот еще один. Вот все. Так. Такие вот кучерявенькие. Так. Немножечко ослабить.
Ну, после того, как мы линером все сделаем, мы все карандашное уберем обязательно, чтобы оно нам не мешало. Ну, вот так как-то. Можно даже чуть-чуть сюда продлить для равновесия. Так. Здесь тоже хочу убрать. Так, здесь мы сделали зеленушечку. Здесь. Так, теперь пошли сюда. Наше окно. Тут еще какая-то штуковинка. Можно ее так тоже обозначить. Так, теперь у нас вот должно быть 4 таких больших красивых вазона плетеных. Но мы видим их дно. Потому что, повторюсь, мы стоим чуть ниже, поэтому мы и видим вот это все. Сейчас мы построим их. Раз. Так. Так. Раз. Все. И прикрепляем их кверху. Наверное, вот так вот они перекидываем. Ну, то есть, перекидываясь через вот эту перекладину, скорее всего, они так крепятся. Мы их как-то так условно сделаем. Так. И теперь обозначаем, что вот этот самый большой такой куст у нас заходит на все эти крепления. Можно даже вот... Ну, это потом линером. Чтобы сейчас не развозить грязищу. Так, вот здесь такой небольшой кустик растет. Так, еще у нас вот здесь тоже болтается 2 круглых горшка. Ну, таких классических. Тоже на этой палке. Что-то там с зеленью не очень, но что-то есть. Главное, есть эти, как их называют, вазончики. Так, и здесь вот я на самом деле вижу, что, скорее всего, это один какой-то вот такого же плана, уходящий сюда. Вот так вот, как-то укрепление, наверное. Тоже один большой такой вазонище. И вот здесь, мне кажется, что здесь еще тоже, может, это кусочек крыши какой-то. Ну, давайте сделаем вид, что это крыша. Но у нас тут немножко появилось и скрылось за зеленью. Все, в принципе, непонятные элементы мы можем упускать, потому что это наша личная интерпретация, поэтому мы творим, что хотим. Собственно говоря. Так, теперь будем это все дублировать линером и будем, скорее всего, еще вот эти вот элементы немножечко дадим фактурку уже линером, добьем ее акварелью. Итак, у меня линер с таким нестандартным наконечником, с вот таким. У него можно варьировать толщину линии, мне удобнее им работать. Вы можете взять стандартный линер, который у вас есть, 3, 5, ну, 0,5, 0,3. Это уже зависит от того, как вам нравится. В принципе, любой подойдет, главное, чтобы он не размывался водой. И начинаем с нашего провала. Что-то мне хочется. Вот здесь сразу задаем фактуру. То есть здесь у нас вот этот лист металла. И вот мне кажется, что он где-то так у нас и есть. Так. Вот здесь у нас такая жесткая тень. Видите, как здесь темно. Можно сразу это подчеркнуть линером. Здесь еще тоже такая темная. Вот так. Это то, что вот я говорила вам про фактуру. Что можно ее сразу подчеркнуть. Я вот делаю некоторые полосочки. Покороче, подлиннее, поплотнее, какие угодно. Что здесь тени, их как раз много. Видите, как они тут идут? Так.
Я думаю, достаточно. Дальше добьем цветом. Так, у нас здесь тоже какая-то штучка есть, торчит. Здесь тоже наша кусочек водопроводный. Ой, точнее, ну, нет, не водопроводная, она отводная как раз от воды. Так, давайте как раз ее пометим. Я просто рисую по тем местам, где я уже ее наметила себе, стараясь не задевать ничего другого. Так вот, соединяясь с тем, что я ее нарисовала. Здесь аккуратненько надо, очень аккуратненько. Нет, не туда. Ладно. Это кусочек нашей лесенки, которую я намечала. Или мне кажется, я уже сама запуталась. В этом всем домике слишком много всего. Так, ладно, продолжаем. Так, теперь у нас вот этот наш чудный, странный полубалкон, полуокно. Здесь тоже стараемся подчеркнуть текстуру, что оно все такое ребристое и полосатое. Так, горшочек сразу прорисуем, раз мы здесь. У нас как раз крепится к этой штучечке. Здесь чуть-чуть совсем за счет того, что на белом, мы чуть-чуть наметим фактурку, то она такое ребристое. Так, крыша. Аккуратнее с растениями, потому что они у нас заходят на эту крышу. Так. Чем не тверже ваша линия, тем лучше. Особенно, когда это что-то такое металлическое и покореженное. Оно хорошо смотрится. Так, вот здесь у нас будет тень. Можно прям поплотнее сделать линию. Так. Здесь. Вот наша крышка готова. И можно тогда... Я внутри практически ничего не пометила. Это я немножко упустила, конечно. Ну, тут что-то такое. Это, видимо, ткань какая-то, наверное. Здесь висит. Но мы ее больше цветом сейчас покажем, когда уже будем акварелью. Вот. Ну, как-то что-то там полностью закрыто. Можно только вот показать темень вот этого. Потому что, видите, здесь не очень такая равномерная тень, видимо, она не полностью закрывает, не полностью они там перекрываются. Ну, можно вот так оставить. Горшочек наш. Горшочек раз, горшочек 2, горшочек 3. Еще один горшочек, который цепляется крючочком. Так, тоже так. Так. Зелень максимально кучерявую, такую свободную нужно делать. Ну, то есть можно не завершать какие-то моменты. Так, здесь тоже не забываем, что они у нас на чем-то крепятся. Так. Угу. И теперь можно... Ой, я тут немного не прорисовала саму улицу. Можем как раз это исправить. Сюда у нас уходит. Так, это у нас приблизительно это наш дом, где он там заканчивается. И здесь уже как бы улица. Здесь есть какой-то тротуарчик. Ну, точнее, это высота тротуарчика. Темное пятно — это кошка, которая не хочет уходить. Так что извините. Она перегораживает один источник света. Так, это у нас толщина тротуара получается. Да. И видите, оно как интересно сюда выходит. Наружу какое-то еще покрытие идет. Ну вот, здесь мы немножко, в общем, размоем цветом. Ну, хотя бы я обозначила, что он стоит. Где-то он стоит. Так.
Ладно, я сейчас дом закончу, а потом уже поедем дальше. Так. Тоже здесь сверху можно фактуру показать. Так. Здесь, видите, еще как будто... Ну да, он же из кусков, скорее всего, сделан. Что один кусочек заканчивается, начинается другой кусок. Тоже можно это обозначить. Это вот, чем больше фактуры, тем интереснее. Здесь, видите, еще темное пятно. Тоже можно здесь вот как раз опять полосочки типа делать. Намекнуть на фактуру. Как раз вот в тени это можно делать. Так, сейчас я делаю водосточную трубу. Так. И вот здесь, мне кажется, тоже сделаем вид, что там есть вот это стык от этих листов металла, которые окружают, которыми покрыт дом. Здесь можно сделать парочку тоже полосочек, полосочек, полосочек. Только нужно делать так, чтобы они были все-таки разные. То есть, чтобы они не были таким прям лесом и забором. Иначе вся вкусность этих моментов пропадет. Что просто старайтесь не стараться. Чтобы это не было однородным лесом. Так. Кондиционер. Наш кондиционер, под которым большая-большая тень. Логично. Логично. Так. То ли он туда поступает, то ли оттуда высасывает воздух, не знаю что. Но он идет как раз ко второму окну. Так, хорошо. Теперь не очень кружочек получился, ничего, выровняем. Так, он у нас какой-то с таким вот... Здесь белый. Здесь какая-то серая фактура. Ну, там, наверное, очень мелкая сетка, поэтому не будем сильно заморачиваться. Чтобы не было чересчур много разных фактур. Тоже будет какая-то невообразимая каша. Здесь тоже парочку сделаю. Здесь. Так. Так, я еще хочу утемнить вот это место. Мы, конечно, потом его цветом и тоном подтянем. Но мне хочется его немножечко все-таки сразу увести туда подальше в тень. Это все равно будет одно из самых темных мест. Все, наконец-то кошка ушла. Хорошо. Вводим туда. Ну, конечно, не надо заливать полностью черным, потому что все равно, видите, здесь как-то светлее, здесь темнее, здесь глубина. Можно задать вот эти моменты линером перед работой акварели. Вот еще чуть-чуть, еще немного, и будет то, что надо. Здесь можно утянуть. Так, здесь у нас цветочки, они будут на фоне работать хорошо. Так. Я уже полезла немножко не туда. Я, конечно, скачу, но дело такое. Дело нормальное. Так, у нас вот здесь много полосочек. Видите, они такие темные, красивые. Их можно пофактурить. Вначале вот эту крышу прорисую, чтобы не была
на что опираться, пока я рисую. Так, еще вот эта штука, непонятно, что это. Может, тоже какой-нибудь кондиционер или воздуховод, не знаю. Непонятно, что это такое. Ну, но пусть будет. Вот уже темно под ним. Так. И вот эту крышу тоже сразу обозначу. Так. Тоже не такая должна быть фактурненькая. Поэтому не надо сильно прямых линий. Так. Ну, это же темным. Можно вот этот момент увести сразу тоже в тень. Обозначить, что здесь у нас точно будет тень. Угу. И опять полосочки. Фактурка. Здесь как-то больше всего, наверное, может, больше влаги здесь попадает, и здесь больше прорывело сверху. Как-то так получилось. Так. Я думаю, достаточно. Еще вот здесь вот. Сейчас я это прорисую окно тоже. Со всеми подробностями. Так. Так. Темные места. Тоже там все темное, темное, темное. Сама по себе это окно темное. Здесь у нас какой-то еще как маленький. Я не знаю, что это. Что-то выступающее и темное. Так, и здесь тоже у нас есть фактура. Здесь я чуть-чуть добавлю. Это крепление. Крепление кондиционера. Получается, да? Да. Так. Теперь можно крышу. Ромбик, на котором все держится. Так. Чешуйки нашей крыши. Так, здесь я не пометила, но здесь у нас будет такая очень четкой формы тень. Надо это ее как раз обозначить. Так. Хорошо. Теперь у нас окно. Так. Окно. Окно, конечно, это хорошо, но здесь уже столько всего натыкано, что уже непонятно где что. Так, ну у нас эти штуки сверху, вот, поэтому можем спокойно потом им перекрыть. Так. Это, видимо, конец окна. Нет, то что-то у нас было. Какая-то подробность. Так, теперь эти корзиночки с цветочками. И вот здесь как раз-таки можно наметить, что они такие вот имеют такую сетчатую конструкцию.
какую-то фактурку можно пометить. Можете этого на самом деле и не делать. Если не хотите, не делайте. Все зависит от желания. Так, ага, нет, неправильно. Где-то у нас затерялась вот эта штука наша. Ага, вот она, все. Вот эта труба, на которой все висит. Так, перекидываем через нее крепление. Тоже так достаточно условно, чтобы не перегружать все это дело. Так. Горшочек. Вот здесь у нас горшочек, здесь у нас. Здесь поменьше, здесь чуть побольше. Так. Теперь у нас вот этот горшочек, который у нас туда ушел. Тоже, скорее всего, такой большой кусочек крыши. И все остальное зелень. Так, отлично. Теперь вторая наша часть. Здесь у нас уже практически нет фактур. То есть мы видим, что чуть-чуть оно такое ребристое, но такого уже сильно фактурного нету. Только в тени можно чуть-чуть здесь сделать. И больше не стоит, чтобы оно не перебивало основной дом. Так. Ага, это у нас перилка. Это у нас лесенка. Так. Тоже можно сразу немножечко подштриховать и увести туда в тень. То есть это точно будет у нас тоже в тени. Где-то там в тени, вот в промежутках между как-то ступеньками, там темнее, конечно. Здесь можно потемнее сделать. Здесь такое растворение нашей тени. Так, вот этот наш большой горшок. Сильно я его не прорисовываю, потому что здесь будет много-много зелени. Все это у нас утонет в зелени. Тут только вот у нас отдельные горшки, но они тоже как бы в общей такой массе будут. Не надо сильно их дробить. Они вот так хорошо все вместе смотрятся. Так, у нас здесь горшочки тоже были, такие прямоугольные, насколько я помню. Да, вот раз, вот два горшочка. Так. Так. Здесь нужно затемнить. Это как раз вот лесенка наша. И все, у нас остались вот только горшочки с этой стороны. И можно приступать к цвету. Что может не радовать. Цветочков можно такие вот отдельные какие-то веточки незаконченные делать. Это только подчеркивает фактуру того, что это что-то такое живое, что-то такое вот плетущееся. Что оно имеет такое. Итак, опять я вещала, а карточка у меня, оказывается, закончилась, но, в принципе, ничего критичного вы не упустили, потому что я закончила всю вот эту зелень, проверила, в принципе, весь дом на наличие каких-то пропущенных моментов, вроде бы ничего не было. Также я сказала, что сейчас минутку-две подожду для того, чтобы, линер схватился, все-таки иногда бывает, что размазывается. Даже если он быстро сохнущий, но бывает ситуация, поэтому я всегда даю немножечко подсохнуть, потом убрала весь карандаш. И еще раз, там было пару моментов, где я не заметила, что линером не прошлась. Я это все добавила. И мы, в принципе, можем начинать красками уже это все делать. Вот, кстати, я нашла место, где можно еще затемнить. Можно еще. На самом деле, да, линером можно бесконечно все делать. Тут главное остановиться на том моменте, который вам хочется. Итак, теперь наконец-то начинаем цветом работать.
И с цветом то же самое, что и с рисунком. То есть мы можем додумывать, придумывать, более ярко делать, более тускло делать. Но, скорее всего, в этом случае мы будем более ярко все-таки делать, потому что я начну с основного цвета, и я буду смешивать голубой, зеленый и рыжий, собственно говоря. Я хочу их повплавлять друг в друга, а потом посмотрим, как у нас все пойдет. Я хочу прям конкретно голубой такой сделать. Чуть-чуть сюда изумрудки такой темный. Еще немножко голубого, ультрамарина. И можно прям проходиться смело. То есть мы так приблизительно понимаем, что он, конечно, гораздо более такой выцвевший этот дом. И поэтому мы просто делаем его более ярким, как нам хочется. То есть вот сейчас я хочу немного вплавить зеленого. В каких-то моментах он у нас будет более зеленый, где-то более голубой. И нам никто не запрещает этого сделать. Потому что это наш дом, что хотим, то и делаем. Главное не запутаться, где что. Видите, я просто чуть-чуть голубого, чуть-чуть зеленого. Я их так варьирую. Так, тут у нас белая штука. Здесь я хочу размыть. И пока у нас все более-менее влажненько, вот тут немножко хочу добавить. Вот тут. Во-первых, да, можно довплавлять цветом потемнее сделать. Я ультрамаринчика немного добавила. Он всегда пригождается в тенях. Мы можем чуть-чуть в тенюшечке пройтись. Так. Сюда можно добавить. Аккуратно не заходим в нашу красивейшую зелень, которой очень много. Сюда тоже можно. Пусть она будет. Так, теперь я хочу рыжий, потому что частично хочется, чтобы он немного расплылся. Этот ржавый оттенок. Потом в конце, когда уже все подсохнет, я совсем сделаю такие тонкие-тонкие полосочки, вот как оно там есть. Но фончик для них лучше создать уже, когда вот у нас все по мокрому. То есть я делаю такой какой-то средненький замесик рыженький. То есть не оранжевый, а именно рыжий делаю. Здесь уже вот в принципе подсохло. Поэтому можно смело этим заниматься. Так. Здесь не совсем подсохло. Здесь смешается как раз. И пусть оно так смешается. Здесь у нас такое сильно ржавое место тоже. Можем сюда добавить. Вот сюда можно. Здесь тоже уже подсохло. Там, где мы делали фактурку, собственно говоря, я прохожусь рыжеватым таким. Обозначаю, что оно у нас немножко здесь поржавело. Здесь тоже. Он сейчас подрасплывется, потому что здесь влажно. Так. Пока достаточно. Теперь можно внутри прорисовать, вот этот затемнить, потому что, скорее всего, это получится у меня не с первой попытки. Достаточно сильно затемнить. Я смешиваю коричневый и синий. У меня здесь, по-моему, серая пена и какой-нибудь, в общем, синий, для того, чтобы они хорошо вписались. Даже голубой дом. Потому что иногда бывает, что кажется, что прям темный-темный намешал, а в итоге оно высыхает, и не такой уж он и темный. Приходится еще и еще накладывать. Акварель в этом плане немного коварная.
Здесь лучше всего немножечко подразмыть. Ну, как я и говорила, что не так уж и темно вот здесь, поэтому можно немного повплавлять еще. Еще и еще. Здесь, чтобы горшочек к нам вышел. И теперь надо это все уравновесить, потому что у нас есть красивый домик и такой провал такой у нас. Поэтому набираем того же цвета. Ну, теперь уже другой, не зеленый, синий. Синий я добавляю. И давайте тогда здесь сделаем тень от нашей крыши. Потому что если у нас это темное пятно не самое главное в работе, то оно должно быть чем-то поддержано, иначе оно будет постоянно перетягивать внимание, и все. Как бы никто не заметит ваш дом, будут все в черный провал смотреть. Поэтому сейчас как раз пройдемся по всем возможным теням. Здесь у нас так можно подразмить. Сделать вот такой вот грязненький, как раз зеленоватый какой-то оттенок. Вот как-то так. Я так и оставлю на самом деле. И теперь немного вот здесь пройдусь, нашу черепичку, чтобы она тоже немного смешалась вот этим, с тенью, тоже чтобы немножечко грязный оттенок был. Если вам нужна грязючка, то можете, такая красивая грязючка, можете вот так делать, то есть тени сразу свет прописывать, чтобы они немножечко там как-то попереливались друг в друга красиво. Потому что иногда бывает, что краски так сливаются друг с другом настолько эстетично, что вот специально сделать не получится никогда, а само по себе оно как-то раз и вот получилось. Так. Еще у нас тут место не смешалось. На кончике остался ультрамарин. Надо его, наверное, еще отсюда добавить. Он таким пятном лег. Так, теперь больше коричневого хочу. И вот здесь теньку сделать. Тут прям такой теплая история. Прям такая, видите, тут рыжая такая вот сама... Как это называется? Крыша? Да, крыша здесь. И от нее такая тепловатая тень. И вообще вот это место какое-то, помните, говорила, загадочное немного, непонятное. То ли это тряпочка, то ли это не тряпочка. То мы сейчас ее сделаем такого вот неопределенного цвета. Мы ее и сделаем. Что-то вот такое. Аккуратно наши красивые все места. Чуть-чуть можно добавить, чтобы темнее было. Так, теперь немного более зеленого. Сюда же, все сюда. Больше грязи, больше связи. Делаем здесь тень. И здесь делаем тень. И вот немножко я хочу вот зайти уже под вот эти места. Но сильно тень не буду делать. Потому что у нас здесь красивый такой синий цвет. Здесь немножко продублю. Я просто то, что уже есть здесь, той же краской, немножко я ее разнесла. Вот сюда добавлю. Здесь тоже тень у нас есть, вот ее можно тоже немножко задеть. Видите, насколько уже у нас начинает наш домик обретать какой-то объем, какую-то силу. То есть он уже такой интересный становится. Так, давайте еще вот сюда тень тоже. Здесь она, мне кажется, тоже более такая коричневая тень. То есть, надо опять-таки не запутаться в этих всех штуковинах. Так. Мы продолжаем
поддерживать наше темное пятно, наш провал. Здесь у нас тоже такое окно с темной конструкцией. Вот где-то здесь он тоже продолжается. Хочу немножечко стекло тоже так подгрязнить, какого-то такого странного оттенка сделать. Взяла чистый ультрамарин, и за счет окружения и непромытой кисти получился вот такой какой-то средневатый оттенок. Чуть-чуть зеленого вплавляю. И вот сюда можно стеклышки сделать. Тоже не прописываю все, чуть-чуть такими акцентиками пробежалась, и все. То есть мы здесь не за натурализм. Ой, вот это было зря. Это я опрометчиво сделала. Нас выручит салфетка. Хотя... Нет, все-таки кисточкой просто уберу. Ладно, пока здесь не трогаем. Так, поехали дальше. Можно, кстати, немножко вот потрогать здесь. У нас что-то такое очень среднее белое. Мне кажется, с зеленцой, но, возможно, зеленца здесь появилась из-за большого обилия цветов. Возможно, он рефлексирует. Совсем чуть-чуть вот так. Все, больше не хочу трогать. Так, вот чего не хватает. Я поняла. Вот здесь нам не хватает фона. Ну, то есть, это сам дом, получается, но здесь вот среди этих зелени я забыла его прорисовать. Из-за этого у нас тут голое место получилось. Такое неуравновешенное немножко. Так. И у нас вот эта белая часть, мы ее практически и не будем трогать. Мы только подтемним немного снизу. Пока у нас даже тут все еще влажное. Хорошо. Вот так. У нас какие-то еще тени за цветами, скорее всего, будут здесь. Внизу тоже что-то как-то так. Чуть-чуть уберу. С того места не хочу, чтобы оно тут было. Вот здесь. Так. Так, хорошо. Что мы можем еще сделать? Мы можем вот это место чуть-чуть подкрасить. Здесь еще хочется немножко утемнить. Прям вот точечно. Под самой крышей. Чтобы она прям туда ушла. В глубину. Так. Кстати, можно, пока у нас тут все подсыхает, в нескольких местах рыженцу еще оформить. Надо что-нибудь темнее. Коричневого. Так. Немножечко добавим. Тут как раз высохло. Можно добавлять. Вот. Но сильно перебарщивать не стоит, как мне кажется. Сильно много фактуры — это тоже плохо. Здесь можно добавить, здесь вообще нету. Здесь можно добавить. Так, здесь подсохло, ну так более-менее. Сейчас я чуть-чуть еще хочу здесь утемнить вот эти места. Ну и на референсе как раз там очень темное. И я могу его утемнить. Еще немножко хочу подчеркнуть вот здесь. И немного более светлым, таким рыжеватым, я подчеркну вот здесь крышу. То есть здесь же она темнее получается. То есть самая светлая у нас вот здесь,
А вот эта часть у нас должна быть все-таки потемнее. Я ее уведу в тень. И подчеркну сразу вот эти моменты. Чуть-чуть. Хорошо. Такой цвет хороший. Поэтому я его и здесь бахну. Хочу немножко красного добавить. Наверное, просто красного. Чтобы оно было рыжее с красниночкой такой. В принципе, можно все долить. Чуть-чуть более темного. Здесь посерединке пройдусь. Так. Смешать это все вместе. Так. Теперь можно немного протонировать вот эти места, чтобы они все-таки имели какой-то цвет. Они как раз таки вот голубоватые и зеленоватые какие-то. Можно здесь другой голубой взять, чтобы он отличался от основного голубого. Вот так вот. Не сильно, но отличается. Какой-то тоже тут грязный, зеленый, синий для этого горшочка. Можно, кстати, пока по горшочкам пройтись, пока вот это все сохнет, что мы не можем там зелень пока делать, потому что слишком все тут живо. Хочу все-таки немного вот здесь. Совсем чуть-чуть трону, чтобы было понятно, что это не что-то такое идеально белое, но что-то очень светлое. Чуть-чуть совсем. Еще, кстати, пока у меня есть темный, вот здесь надо. Он уже совсем не темный. Здесь это какая-то там крыша. Еще хочется. Ой, перестаралась. Сюда коричневого немножко добавить. Теплоты хочется. Кажется. Хотя надо вообще всю эту лестницу уводить в глубину. Потому что она-то не светлая у нас. Она-то у нас темная. Она вообще здесь пропадает. Ну, то есть она туда в тень уходит и исчезает. Самое время ее туда утопить. Так. Тут аккуратненько вокруг. Так, я хотела горшочками заняться. В эту же смесь я просто коричневого добавила. Тут есть и светлый, но мы не будем сильно светлыми их делать. Мы такими какими-то средне-коричневыми их сделаем. Вот эти белые тогда оставим, ну, чтобы они как-то все-таки уравновешивались. Здесь темный очень горшок, но это же его немножко совсем обозначим. И вот здесь тротуарчик я хочу сделать. Какой-то средний зеленый, чтобы поддержать наш дом. Так, ну что, можно, наверное, уже начинать. Вначале я беру теплый зеленый, будет как базовый цвет, и практически заливаю всю зелень. То есть это у нас такая вот подложечка под нашу зелень. Потом мы добавим желтого, потом мы добавим ультрамарина для теней, для света, ну, для света желтого, для теней ультрамарина. Ну, такой вот основу возьмем такую вот теплую. Вы можете любой свой зеленый взять и добавить в него желтый, он будет сразу теплым. И в зависимости от того, насколько много вы желтого добавите, настолько он будет теплым. Если в зеленый добавить ультрамарин, то он сразу автоматически становится холодным. И вообще вы можете создавать любой зеленый, используя ультрамарин и желтый. То есть с кадмием желтым, если смешать ультрамарин, он будет одного оттенка. Если смешать ультрамарин с лимонным желтым, будет совершенно другой зеленый. Поэтому можно вообще на самом деле обойтись без зеленого. Можно иметь только базовые цвета.
и с ними играться. Некоторым нравится вот исключительно базовыми цветами рисовать. Кто-то любит большую палитру, например, как я, со сложными цветами. Это уже дело вкуса. Так, пока она еще влажновата, я хочу зеленый. Заговорилась про зеленый и желтый. Чуть-чуть добавим желтенького. Прям чуть-чуть. Немножечко его вплавить. Так. Здесь, кстати, красненького мы потом добавим. И здесь чуть-чуть. Мне кажется, там что-то там такое есть. Вот, особенно у среднего цветка. Он такой какой-то желтовато-оранжевый, что ли. Что-то в нем такое есть. Интересное. Так. Я упустила вот эти какого-то такого сероватого оттенка. Теперь можно ультрамарином взять зеленый такой насыщенный и пойти уже им. Тоже. Конечно, самые темные будут больше в нижней части цветов за счет своей шапки, они обычно себя перекрывают. Но и на самом теле зеленого цветка или куста, который вы делаете, там тоже будут обязательно, потому что оно же все состоит из маленьких листочков. И оно там есть свет и тень. Но какую-то общую форму они должны соблюдать. Что мне хочется вот еще чуть-чуть такого зелененького. Насыщеннее чуть-чуть. Добавить сюда тоже. Так, здесь у нас будет красный. Сейчас он подсохнет, потому что если на зеленый нанести чистый красный, то будет грязь. Потому что это противоположные цвета. Но есть такой цветовой круг. Все, что противоположно друг другу, то в сочетании дает грязь. То есть это не означает, что они не могут быть рядом, еще что-то. Но если у вас там самое простое цветок красный, а зелень, понятное дело, зеленый, то лучше ждать полного высыхания, потому что когда они переливаются друг в друга, получается, чтобы получилось красиво, нужно очень сильно постараться, заморачиваться. Так что лучше просто, чтобы они не соприкасались все-таки. Так, здесь немножко тоже сделаю. Такс. Теперь хочется и сюда добавить. Надо бы сюда подтянуть немножко. Так. Что-то мне не нравится вот это место. Надо его заполнить. Тут вроде бы есть водосточная труба. Но она как бы есть, но как-то, наверное, так. Какое-то такое пустое место, непонятное. Оно меня отвлекает. Вот как бы сделаем вид, что тут еще немножечко дома. Так. Теперь надо это как-то увести. Хочется немножко здесь добавить что-то. Здесь ничего добавлять, потому что я все использовала. Хочется вот здесь немножко, совсем чуть-чуть добавить фактуру. Здесь тени. Так. Угу. Как-то сильно голенькая она смотрится. Так, вот окна надо сделать. Окна я хотела, тогда у меня не получилось, потому что перелилось. Чуть более грязного хочется и темного здесь.
О, вот. Так лучше. И вот этим же оттенком можно еще и здесь пройтись. Все-таки окна, они не прозрачные, но достаточно темные. В принципе, днем всегда окна такие темные. Заглянуть в окно можно только ночью. Еще вот здесь. Чуть-чуть добавлю. Так. Мне кажется, еще здесь вот можно тоже пройтись чуть-чуть. Еще подчеркнуть немного фактуру, что она такая вот темнушечка ему подчеркну. Так, и еще я вот здесь еще затемню. Но подсохло и вот сильно светлое стало. Но видите, неравномерно я это все сделала. То есть чуть-чуть добавила. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Еще вот тут. Так. Вот здесь немножко я моментики упустила. Так, теперь красные цветочки. Чуть-чуть добавим цвету. Так, добавляю. Теперь хочется оранжевых вот здесь добавить. Что-нибудь такое. Обозначим, что что-то там похожее растет цветное. Сделаем вид, что оно цветное. Ну, как бы мы же хозяева этого домика нарисованного. Поэтому мы можем решить, что там какие-то цветы. Здесь можно, кстати, чуть-чуть, ну, так, деликатнейшим образом, деликатнейшим. Здесь немножечко еще хочу зеленушечки утемнить. Слишком. Чуть-чуть совсем. Вот здесь. Видите, оно подсыхает и пропадает этот самый контраст. Хочется еще больше и больше контраста, потому что дерево, она вообще красивая, когда контрастная, потому что так лучше передается ее фактура, то, что там много листьев разных, то, что она такая объемненькая, сочненькая. Тут главное вовремя остановиться. Я сейчас на самом деле уже буду останавливаться, потому что это уже, конечно, прорабатывать можно до бесконечности. И вы сами решаете, когда вы закончите. Я уже практически решилась. Я уже практически решилась, что я буду останавливаться. Сейчас еще чуть-чуть, еще вот, еще чуть-чуть. И все. Я остановлюсь. Так. Вот, все, надо останавливаться. Все, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилось. И по вот этому принципу можно любой рисунок сделать. Ну, то есть любую фотографию симпатичного китайского домика можно сделать. Сейчас еще один момент я увидела. Я не сделала тень вот здесь и вот здесь. Это важно. Вот здесь чуть-чуть проработать. Эх. Все, теперь точно все. Вот. И та степень, до которой вы ее прорисовываете, вы тоже решаете сами. Так что, в общем, вы хозяин своей жизни, своего рисунка. Главное получать удовольствие и можете делать свои домики настолько яркими, насколько хотите. Можете отталкиваться от цвета дома, который изначально есть. Можете сами немножко фантазировать, как я это сделала. Ну, и дальше стилизуйте так, как вы хотите. Все, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих уроков. Пока-пока.